Всем привет! В этом видео я научу вас вязать вот такой роскошный узор. Полюбуйтесь! Вы можете связать шарфик или салфетку-дорожку. Можно связать несколько лент таких, соединить, и получится изумительной красоты палантин. Я думаю, что такой узор обязательно стоит вязать. Очень много зависит от пряжи. Сейчас я вяжу из пряжи Пихорка Успешная. Это 100% хлопок, в 50 граммах 220 метров. К нему я взяла вот такой крючок. Вы можете взять тот крючок, которым вам удобно вязать. У меня этот крючок от Clover на 1,75 мм. Но, как всегда скажу, что он такой маленький, я думаю, здесь не больше 1,25 мм. В данный момент я связала для вас вот такой образец, и на него у меня ушло всего половина мотка, поэтому расход пряжи достаточно экономный. Безусловно, очень много зависит от пряжи. Если вы возьмете пряжу потолще, то у вас получится пошире такой объемный узор. Но я советую также связать из тонкой паутинки, мне кажется, будет очень-очень красиво. А в моем случае ширина полосы 21 сантиметр. Ну а вот схема, по которой мы будем вязать. Позднее мы ее полностью разберем, и эту схему я обязательно выложу в социальные сети, чтобы вы могли ее оттуда скачать. Для начала мы делаем первую рабочую петлю. Так, и набираем цепочку из 69 воздушных петель. Тут очень важно, чтобы цепочка у вас была не тугая. Если вы начинающая вязальщица, то возьмите крючок побольше для набора цепочки, но сильно слабо тоже не стоит вязать. Итак, набираем 69 воздушных петель. Вот, поглядите. Цепочка из воздушных петель ровно 69. Затем делаем 3 воздушные петли подъема и еще 2 воздушные петли. Вяжем двойную галочку в 5-ю и 6-ю петли. Вот эти петли мы с вами не считаем. В 5-ю петлю 2 столбика, 2 воздушные петли и в 6-ю 2 столбика. Итак, я набрала 69 воздушных петель. Чтобы было удобнее, крайнюю петлю я отмечаю булавкой, можно использовать цветные ниточки. Это делать не обязательно, но мне так удобнее будет вам показывать. Вот она, 69-я петелька, я ее отмечаю. И уже от нее будем отсчитывать, когда будем вязать в 5-ю и 6-ю петли. Раз, она здесь первая петля. 2, 3, 4, 5. Вот в эту 5-ю петлю мы с вами будем вязать двойную галочку. Я ее тоже отмечаю, просто чтобы вам показать. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И еще 2 воздушные петли по схеме 1, 2. Все. Теперь находим нашу 5-ю петлю. Вы просто ее можете отсчитать. Накид, и в эту 5-ю петлю заводим крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом. 1. Все, мне булавка уже мешает, я ее убираю. В эту же петлю провязываем 2 столбик с одним накидом. 1. И 2 воздушные петли. 1, 2. Затем будем вязать в 6-ю петлю. Накид, в следующую петельку заводим крючок и провязываем
2 столбика с одним накидом. 1 провязали накид и еще 2 столбик с одним накидом. Все, давайте вернемся к схеме. Обратите внимание, что начало и конец ряда в каждом ряду совпадает. Первый ряд достаточно сложный, а потом будет все очень-очень просто, поэтому я первый ряд медленно показываю, чтобы мы не допустили никаких ошибок. Итак, делаем 5 воздушных петель, а снизу пропускаем 6 и в 7-ю вяжем столбик с накидом. Опять 5 воздушных петель, в 7-ю и 8-ю петлю вяжем двойную галочку. В следующих рядах все будет намного проще, потому что над двойной галочкой мы будем вязать двойную галочку. Ничего отсчитывать нам не нужно будет. Итак, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и отсчитываем 7-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7-ю петлю заводим крючок и провязываем 1 столбик с одним накидом. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, снизу пропускаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в 7-ю заводим крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом. Сейчас мы вяжем двойную галочку. Первый столбик и 2 столбик. 2 воздушные петли, 1, 2, накид, в следующую петлю провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Сейчас нижняя цепочка из воздушных петель может вот так идти неровно волнами. Она потом выровняется, не переживайте. Возвращаемся к схеме. Поглядите, по краям у нас идут цветочки. И в них 4 ряда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 повторяющихся ряда. Это нам тоже упростит задачу. Вот мы провязали двойную галочку, затем 3 воздушные петли. Снизу пропускаем 4 и затем вяжем 9 столбиков с одним накидом. Воздушная петля, ничего снизу не пропускаем, столбик с накидом. Воздушная петля, опять 9 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли. Снизу пропускаем 4, а в 5-ю и 6-ю вяжем двойную галочку. Затем, как и в начале ряда, делаем 5 воздушных петель, столбик, 5 воздушных петель, двойная галочка. Заканчиваем все 2 воздушными петлями и в крайнюю петлю вяжем столбик с одним накидом. Итак, 3 воздушные петли. Снизу пропускаем 4 петли. Накид, отсчитываем 5-ю петлю. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петлю заводим крючок, начиная с этой петельки. В каждую петлю провязываем по одному столбику с одним накидом. Всего их 9. 1, 2, 3. В первом ряду важно ничего не напутать. 4. Поэтому вяжем его медленно, не торопимся. 5. 5-й столбик. Накид. 6. В каждую петлю по одному столбику с одним накидом. 7. Накид. 8.
и еще один столбик. Накид 9. 9 столбиков с одним накидом провязали. Дальше делаем воздушную петельку, накид и в следующую петлю. Мы тут ничего не пропускаем. В следующую петлю столбик с накидом. Воздушная петелька, накид и опять, начиная со следующей петли, мы провязываем еще раз 9 столбиков с одним накидом. Первый столбик, накид, второй столбик, третий. Вот так, не торопясь, провязываем 9 столбиков с одним накидом. Следите, чтобы никто вас не отвлекал. И все столбики надо будет потом пересчитать, проверить. Первый ряд самый важный, потому что как вы свяжете первый ряд, так и будет у вас во всех последующих рядах. Так, довязываем. Все, 9 столбиков я провязала. Надеюсь, что вы тоже. Продолжаем вязание. Теперь будем вязать в обратную сторону тот же наш узор. 3 воздушные петли. Снизу пропускаем 4 и начинаем вязать в пятую. Накид. Отсчитываем пятую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю провязываем 2 столбика. С одним накидом 2 воздушные петли. Это начало нашей двойной галочки. Накид в шестую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 1. Поскольку узор у нас симметричный, мы можем подглядывать, как мы вязали в начале. После двойной галочки 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в седьмую петлю вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заводим крючок, провязываем столбик с накидом. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снизу пропускаем 6 петель, накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую заводим крючок и провязываем начало двойной галочки. Это 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. В следующую петельку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот мы первый ряд уже с вами заканчиваем. Делаем 2 воздушные петельки, накид, 1, 2, 3, 4. В крайнюю петлю, она у нас 4-я, заводим крючок и провязываем столбик с накидом. Все, мы с вами справились с первым, самым важным рядом. И вот что у нас получилось. Следующие ряды будут намного проще, и вязать мы будем их побыстрее. Давайте разберем второй ряд. Итак, как я уже говорила, начинаются все ряды одинаково. 3 воздушные петли, 2 воздушные петли и двойная галочка. Вот, посмотрите, здесь 2 воздушные петли и столбик с накидом заканчивается. Также в каждом ряду ряд заканчивается 2 воздушные петли и столбик с накидом. А вот цветочки и колосок вяжутся немножко иначе, по своим правилам. В колоске 5 рядов, которые повторяются, а в цветочках 4 ряда, которые будут повторяться. Но ничего, у нас всегда есть схема, по которой мы с вами сможем связать. Во втором ряду после двойной галочки идут 2 воздушные петли и 7 столбиков с
с одним накидом. Затем 2 воздушные петли, двойная галочка, 3 воздушные петли. Первый столбик мы и последний пропускаем. Начинаем со второго столбика 7 столбиков. Последний столбик мы также пропускаем, и как и здесь первый столбик. 2 воздушные петли, 3 столбика в одну петлю, 2 воздушные петли. Со второго столбика начинаем, провязываем 7 столбиков с накидом, 3 воздушные петли. Ну и симметрично, двойная галочка, 2 воздушные петли, 7 столбиков, 2 воздушные петли, двойная галочка, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Все, осталось только провязать этот ряд. Как и в первом ряду, в начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И еще 2 воздушные петли. Тут отсчитывать ничего не нужно. Поворачиваем наше вязание и под 2 воздушными петельками провязываем двойную галочку накид. Прям под петли заводим крючок, провязываем 1, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2. И тут же еще 2 столбика с одним накидом, 1, 2. Буду показывать немножко побыстрее, поэтому если вы не успеваете, нажимайте на паузу. Делаем 2 воздушные петли. И теперь вот здесь внимание. Снизу пропускаем 2 воздушные петли, накид. 1, 2, 3. В третью петлю заводим крючок и прям в петельку провязываем столбик с накидом. Накид, в следующую петлю провязываем еще 1 столбик с накидом. Вот. Осталась 1 воздушная петелька, накид, заводим в нее крючок и провязываем 3 столбик с накидом. А следующий столбик будем вязать вершинку столбика предыдущего ряда. Накид, крючок заводим за обе стенки, на это обратите внимание, и провязываем там столбик с накидом. Теперь следующие 3 воздушные петли провязываем по 1 столбику. В первую петлю 1 столбик с накидом, накид во вторую петлю, столбик с накидом, накид в третью петлю, столбик с накидом. Все, 7 столбиков мы с вами провязали. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2. И переходим к двойной галочке. Накид под воздушными петлями, провязываем двойную галочку. 2 столбика с одним накидом. 1, 1, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. 1, 1. Вот. Переходим к вязанию колоска. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид, первый столбик пропускаем и начинаем вязание со второго столбика. Вот он, первый столбик, мы его пропустили. Заводим крючок, вершинку второго столбика за обе стенки. Видите, я 2 петли захватила. И провязываем по 1 столбику в каждую петлю. Всего их 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Столбик мы оставили не провязанным. Теперь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Находим столбик. Вот он. И в него провязываем сразу 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3.
ну и 2 воздушные петли. 1, 2. Накид, первый столбик пропускаем, начинаем вязать со второго столбика по одному столбику в каждую петлю. Всего их 7. Можно тут даже не считать. Самое главное не довязать один столбик. Накид, заводим крючок за обе стенки и провязываем 7 столбиков с одним накидом. Итак, довязываем 7 столбиков. Все. Вот что получается. Далее делаем 3 воздушные петли. Вяжем в обратном порядке. Нам тут схема уже не нужна, мы можем смотреть на то, что мы с вами уже связали. 3 воздушные петли и двойная галочка. Накид. Под 2 воздушными петлями провязываем 2 столбика с одним накидом. Затем 2 воздушные петли и тут же под этими петельками еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Все. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. Накид, отсчитываем 3 петлю. 1, 2, 3. Заводим в нее крючок и провязываем в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3. 1 столбик в вершинку столбика предыдущего ряда. Вот. И еще 3 столбика с одним накидом по одному столбику в каждую воздушную петлю. 1, 2, 3. Так, сейчас мы с вами вяжем цветочек. После цветочка делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Над двойной галочкой провязываем двойную галочку. Под 2 воздушными петлями делаем 2 столбика с одним накидом и 2 воздушные петли. И еще раз 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот как сейчас я покажу, так и будем заканчивать каждый ряд. Поэтому не торопимся, повнимательнее. Делаем 2 воздушные петли. Накид и отсчитываем 3 петлю. 1, 2, 3. Эта петля и будет 3 воздушной петли подъема предыдущего ряда, поэтому в нее вяжем столбик с накидом. Все, убираем все наши маячки и булавки, нам они больше не пригодятся. Посмотрите, второй ряд мы с вами провязали, но продолжим вязание мы уже в следующей части. Я надеюсь, что вам все понятно и все очень-очень нравится, потому что такая красота достойна внимания. Спасибо, что вязали вместе со мной. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки на мои социальные сети вы найдете в описании к данному видео. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!